Здравствуйте! Сегодня у нас очередное видео топ про странных и загадочных существ, снятых на камеру. Приятного просмотра! Вопрос о перерождении людей возникал на протяжении всей истории человечества. Мальчик из Глазго – наглядный тому пример. У Кэмерона остались воспоминания о его прошлой жизни на шотландском острове Барра и прошлых родителях, братьях, сестрах и любимой овчарке. Кэмерон никогда не жил и даже не был на Барре со своей новой семьей. Тем не менее, он смог описать точные детали острова, хоть он там и не был. Воспоминания о прошлой жизни вызвали проблемы у мальчика. Он начал скучать по жизни на Барре со своей прошлой семьей. В 5 лет Кэмерона посетили ученые, психологи и разного рода эксперты, и они глубоко озадачены этой историей. Про его жизнь даже сняли документальный эпизод в британской версии программы «Необычные люди». Этот мальчик и вправду уникальный человек. Это видео было снято в штате Юта в США. На дороге сначала появляется черный дым, а затем он превращается во что-то очень похожее на странное и горбатое существо. Хоть на видео и ночь, но все четко видно. Затем эта фигура, кажется, бежит, а потом обратно трансформируется в дым. Есть разные мнения насчет того, что это могло быть. Например, что это пришелец, мистическое существо или паранормальное явление. Эта девочка решила снять свой танец на видео, но пока она танцевала, на заднем плане произошло кое-что странное. В дверном проеме слева на несколько секунд появляется и проходит темная прозрачная фигура. Многие люди предположили, что, возможно, в дверном проеме прошел кто-то из семьи девочки, но она утверждает, что в тот момент она была дома одна. Также эта фигура слегка размыта, как будто собирается раствориться в воздухе. У этого мужчины стоит камера видеонаблюдения на заднем дворе его дома. И вот что камера смогла заснять. По этому участку ходит кошка, она ненадолго останавливается, а затем бежит в сторону газона, где растворяется в воздухе. Кстати, у владельца дома нет кошек, и их у него никогда не было. Многие люди под этим видео писали, что скорее всего это призрак кошки или кота, который материализовался ненадолго в нашем мире, а затем исчез. Джерри Уэллс и его соседка сидят друг напротив друга и призывают духов через доску Уиджи. Но тут начинают происходить странные вещи. Присмотритесь, и вы увидите, что доска неестественно шевелится. Билли задает вопрос, что тебе нужно. Ответом послужило слово «кровь». You mean blood? What do you want? Come on now. Oh my God, Tommy! Son of a... После этого странности в доме усиливаются, и доска для призыва духов переворачивается в воздухе и летит на пол. Во время съемки этого видео видно, что под столом ничего нет, и эту доску из людей никто не двигал.
Джонатан Сиву опубликовал это видео на Ютубе после того, как он навестил свою девушку в больнице. Все происходит в Париже. В описании к этому видео он написал, что эта женщина кричала и рычала на всю больницу дьявольским голосом. Вы можете услышать фрагмент ее речи сами. Джонатан и пациенты больницы уверены, что эта женщина одержима демонами, а врачи не могут понять, что с ней, и не могут поставить ей диагноз. Она называет Джонатана и его девушку уродливыми и говорит, что они оба скоро умрут. Вы можете увидеть профиль лица этой женщины. Кроме того, ее губы почти не двигаются, и голос исходит изнутри ее тела. Но в любом случае говорила эта женщина, потому что Джонатан написал, что он сам лично, его девушка и несколько людей, находившихся рядом, это видели. После всего этого эта женщина сказала, что позвонит своему другу из мафии, он освободит ее, и она сбежит из больницы. На этом видео прекращается. Смогла ли она сбежать или нет, неизвестно. Но сам Джонатан добавил, что после того, как он прекратил снимать, эта одержимая женщина встала и попыталась убить сидящего неподалеку от нее человека. На крик о помощи прибежали 5 медсестер, скрутили ее и сказали Джонатану и его девушке быстро уйти из коридора. Ютубер опубликовал видео с камер наблюдения со своей работы. И на нем мы видим, как в здание входит мужчина, одетый в черный костюм. Он появляется, когда девушка занята работой. Они разговаривают несколько минут, после чего становится понятно, что что-то не так. Девушка начинает действовать как будто под гипнозом. Сначала она достает пистолет и кладет на стойку регистрации. Затем она достает камеру и уходит вместе с этим мужчиной. После этого происшествия эта девушка исчезла, и о ней больше никто и ничего не слышал. Если приглядеться к мужчине, когда он только входит, то видно, что его голова изначально как будто белая и без лица, а потом за несколько секунд его голова и лицо становятся нормальными. Так что же произошло? Почему лицо мужчины изменилось и куда пропала эта девушка? Это место – бывшее поле битвы, и здесь обитают призраки. Янки Рэп и его друг стояли на стоянке с включенным видеорегистратором. В этой точке, по слухам, была самая высокая паранормальная активность. Спустя 20 минут из темноты вышла фигура и подошла к пушкам. Друзья сразу заметили эту фигуру, и кажется, она одета в военную форму. После того, как фигура подошла к пушке, она почти сразу исчезла. Это место было полем битвы, и нет сомнений, что призраки умерших здесь солдат до сих пор бродят здесь. И эта пушка как раз могла быть тем оружием, с которым работал дух этого солдата. Аэропорт не входит в десятку тех мест, где можно встретить призраков. Один путешественник в аэропорту Бангкока был удивлен, когда увидел эту жуткую сцену. Видео показывает большую группу людей, которые идут через телетрап, то есть туннель, через который происходит посадка и высадка людей из самолета. Но есть одна проблема. Рядом с телетрапом нет припаркованного самолета. Но несмотря на это, все больше и больше людей выходят из пустого пространства. Это все продолжается около 30 секунд, после чего люди перестали идти оттуда. Плюс ко всему, эти фигуры двигаются быстрее, чем обычные люди, и как будто куда-то спешат. Некоторые из них даже не шагают, а плывут, и они все прозрачные. Они выглядят как призраки пассажиров, которых уже нет в живых. Сегодня на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока!